Мой лорд, все готово. Здравствуй! Замечательно! Только я тебя просил угомонить своих роботов, а не просто переместить всю их богадельню со стола под стол. Увы, для моих задач необходим развивающийся искусственный интеллект, а такой, да, со временем начинает требовать развлечений. Меня не интересуют их требования. Пусть тогда хотя бы свои детали добывают, а не пользуются моими. Так, а сейчас давай, запускай во вселенную Кьюман на планету Power Squad. Boss approaching. Ice, shielded, armored. Difficulty insane. Здравствуйте, дорогие зрители! Я давно хотел пощупать эту серию, и вот, наконец-то, оно у меня в руках. Знакомьтесь, Кьюман, Power Squad, Article 3405, Ice Shielded Armored Car, что переводится как бронеавтомобиль с ледяной защитой. Но я лучше буду называть его проще. Ледяной броневик. Также спереди коробки изображена батальная сцена и герои серии. Кстати, в этом наборе присутствует 3 из 4. С обратной стороны другая батальная сцена, уже более похожая на месиво. Другие наборы из данной серии из многодетальной весовой категории, а также функции и подвижные элементы модели. Что ж, по внешнему осмотру коробки на этом все. А значит, переходим к распаковке и сборке.
Ну вот и все. Мы собрали. И что я хочу сказать? А я хочу сказать, что в этом наборе второстепенная модель, в принципе, даже лучше основной. Хоть этот танчик и сплюснут спереди и сзади, при этом имея довольно большую высоту, он не выглядит как-то неуклюже или неказисто. Да, у него есть косяки. Мы их обязательно исправим при улучшении. Но как второстепенная модель, он выглядит очень даже не стыдно. Что же касается основной постройки, то с ней, конечно, уже наблюдается больше проблем. По дизайну все хорошо. Мне нравятся ледяные щиты спереди и бело-сине-голубая цветовая гамма. Проблемы начинаются с детализации. Достаточно просто глянуть в кабину. Да, такого наполнения рабочего места пилота при таком объеме я еще не встречал. Под капотом у него тоже всеобъемлющее ничего. По-хорошему, хотелось бы, чтобы там все же что-то было. У модели есть функция. Если покрутить вот эту шестеренку, то орудие поднимется наверх. Если покрутить обратно, то заползет внутрь. Если продолжить крутить, то барашковый винт поползет наверх. А вот если вал пустить не посередине, а сбоку, то ход механизма можно было бы и увеличить. Однако, попробовав это, я пришел к выводу, что это нецелесообразная трата шестеренок для пары-то миллиметров хода. В альтернативном же случае орудие просто не поднимается над крышей. Что ж, по мнению о модели на этом, пожалуй, все. А значит, приступаем к улучшению.
Отлично, через 20 минут курица будет готова. Ну вот и все. Мы улучшили. На второстепенной модели теперь отсутствуют все прострелы. Заталены все пины, а минифигурке больше не придется постоянно держать спину. Основная же модель тоже может похвастаться заталенными пинами и прикрытыми техник-отверстиями, а также уплотненной задней частью. Помимо этого, у нее появилась функция, позволяющая шевелить щитами. Причем паленые китайские шестеренки, которые я там использовал, на тестах постоянно застревали и простреливали, а как только дело дошло до съемок, так все начало работать просто идеально. Помимо этого, теперь в кабине у нее есть ручник, коробка передач, пускай не с той стороны, спидометр и клавиатура. У всех же автомобилей есть клавиатура, правда? А также полноценные 4 сидящих места. Причем, если сзади оторвать сидушки, то минифигурки можно посадить в полном обмундировании. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр. А что если я отправлю в прошлое сломанный скакс вместо рабочего? В этом будущем у меня все хорошо. Какая разница, каково будет в другом? Мой лорд! Что ты хотел? Мне наконец-то доставили скакс, но есть одна проблема. И какая же? Дело в том, что система отправки во времени и раздвоения наборов объединены в едино. Мне придется разобрать прибор, разъединить систему и собрать обратно. К сожалению, это займет довольно много времени. Ну и зачем? Надо было так делать. Синтез молекулы происходил гораздо дольше, чем за одно движение рукой. Когда вы раздваивали корабль, прибору было необходимо отправлять новоиспеченные молекулы в прошлое, параллельно вычисляя их позиции. Причем этот процесс будет автоматически возобновлен и закончен, как только эта функция снова встанет в строй. Вычислял персонально для каждой молекулы свою позицию? Хм, не мудрено, что его от таких вычислений коротнуло. Ладно,
Можешь приступать.